Приветствую вас у подножия средневековой башни, находящейся в 5 минутах езды от дома нашего португальского гида. Сегодня мы будем ловить судака на реке Тежу. Начинаем. От сторожевой башни тамплиеров, построенной на одной из возвышенностей в далеком XI веке, наш путь простирается по водной глади самой большой реки Пиренейского полуострова. В Испании ее знают как Тахо, а по-португальски именуют Тежу. Мы гостим в самой западной стране континентальной Европы, поэтому называть реку будем так, как это делают португальцы. Конечной точкой нашей речной прогулки по Тежу станут отвесные стены плотины, регулирующие уровень воды и влияющий на скорость ее течения. Сегодня турбины закрыты, и Жюльену предстоит сложная задача. Поймать хищную рыбу в стоячей воде – это словно найти потерянную иголку в стоге сена. Экран эхолота в такой ситуации – наш проводник в подводный мир, способный уловить малейшую реакцию судака на силиконовую приманку или разнесенный монтаж с местной уклейкой. Оснастка животного происхождения уже вовсю прощупывает разные горизонты как вдоль периметра фундаментальных построек, так и на небольшом отдалении от них. На всякий случай Жюльен проверяет не только неровности на дне, но и малочисленные стоки, обогащающие воду кислородом. Неспешно и обстоятельно мы ищем точку, где может охотиться судак, или же стоять в ожидании легкой добычи. Судаки где-то поблизости. Долгожданный всплеск на экране эхолота заставляет нас отложить удилище с разнесенной оснасткой в сторону и продолжить облов перспективного сектора с помощью коротких забросов силиконовой приманкой, как в направлении отвесных бастионов местной плотины, так и на открытые участки водоема. Он у поверхности. Судак был в верхних слоях воды. Как такое возможно? Этого не может быть. Судак был в метре под лодкой и взял на живца. Это был мелкий судачок. Разведка закончилась немного обескураживающе. Вместо простых ответов у нас появились дополнительные вопросы. Как такое возможно? Жарко. Сместившись вглубь каменного мешка, Жюльен пристально всматривается в витиеватые ломаные линии, возникающие на экране эхолота в результате плавных манипуляций с приманкой на разных горизонтах. В такой игре малейший отклик со дна – это сигнал, что судак нами найден, и дальнейшее развитие событий будет целиком зависеть от способности рыболова довести хищника до стремительной атаки на поданную ему приманку. Я du poisson, я du poisson. Я du poisson, я du poisson. Рыба! Мне пришлось очень долго и скрупулезно исследовать точку. Хищник сейчас не активен, но при этом резко атакует. Судак полностью заглотил приманку. Он ее просто проглотил.
Маленькому судачку пора вернуться домой. Du poisson là. Рыба. Voilà. Donc là, ça va Вторая tout de suite, hein. поклевка последовала незамедлительно. Я хорошо видел момент атаки. Là, je Он l'ai posé засекся sur la за tête. нижнюю губу, так как Direct, ça пытался prend. прижать нашего живца. Voilà. C'est bon. Petits Маленький привередливый судачок. Ils sont très méfiants. Très Очень délicats. воспитанный. Allez, on remet à l'eau. Отпустим его. Обе снасти сработали. Напряжение спало. Теперь можно расслабиться и немного поговорить. Donc là, on Мы сразу arrive решили ловить у плотины. sur un barrage. Il y a une moyenne Средние de fond à peu глубины près de здесь 8 à меняются 10 в промежутке d'eau. с 8 до 10, а затем до 12 метров. Tous les bords Для du начала я barrage, обследовал j'ai pu глубины у m'apercevoir стен этой qu'il y avait плотины. énormément de fond. Et plus on Затем я remonte дошел до vers выхода в le- канал. vers le chenal, Там средняя глубина 2 moins il y a метра. d'eau. Donc, dans В un итоге premier я temps, on принял va tester, решение les в первую grandes очередь profondeurs, обловить большие глубины. voir s'il y a Мне pas еще не moyen удалось de выбрать самый trouver les верный cendres. способ ловли Parce судака. que aujourd'hui, Сегодня il faut vraiment его arriver à les достаточно localiser. сложно обнаружить. Et sur des types Я de не ловил secteurs на qu'on этом connaît участке pas, в разные comme, сезоны, moi, и у меня personnellement, нет sur четкого cette понимания, saison-là. что здесь точно сработает. Bah, je Сейчас я prospecte продолжу ловить на искусственную d'abord приманку. avec le leurre. Si je vois Если vraiment она не qu'il y a aucun принесет нам résultat, желаемый j'essaye результат, de то я sortir попробую un vif, поставить живца. voir И мы s'il y a посмотрим, что из этого выйдет. pas moyen, parce que Хотя, по моему généralement, un мнению, poisson, c'est в quand этот même период beaucoup mieux гораздо qu'un leurre sur эффективнее certaines работает périodes. силикон. Donc là, Сейчас je я procède начну d'abord au делать leurre. веерные забросы Vraiment приманкой, чтобы essayer обследовать как можно большую площадь на этой de точке, zoner разбив на зоны всю поверхность barrage. плотины. Une fois Как que je только я commencerai à смогу понять, где déterminer находится où les рыба, poissons, comment se situent, de ce я fait-là, буду je ловить в commencerai стиле à финесс, pratiquer des pêches beaucoup более plus статично, finesse, работая с приманкой по statique sur les вертикали. poissons. Сделав несколько забросов и полноценных проводок, Жюльен решается перейти ко второму этапу своего исследования, поставив в качестве насадки живца на разнесенную оснастку. Я понял, что рыба находится именно в этой зоне. Я отложил на время искусственную приманку и поставил живца. Сейчас мне нужно приспособить стиль игры, чтобы раздразнить судака и найти нужный для этого горизонт. Рыба! Voilà. Donc, c'est После vraiment des атаки poissons qui sont- рыба просто повисла у qui меня sont на toujours крючке. suspendus, pareil. Там Au точно poisson хорошая sud. рыба. Ouais, beau Прекрасный poisson du португальский Portugal. судак. Все предсказуемо. Voilà. Voilà. Des poissons qui Эта рыба réagissent хорошо bien, отреагировала на статичный пêche способ статик. ловли.
Правая рыбалка. Я хочу показать вам монтаж, который зарекомендовал себя как грозное оружие. Я бы даже сказал, лучшее решение для ловли судака в это время года. Я поставил 15-граммовую грузголовку конической формы. Тройник я воткну сюда. Вот так. Именно на такой дистанции. Теперь я беру флюорокарбон, чтобы соединить им оба крючка на приманке. Делаю несколько оборотов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Делаю петлю и просовываю кончик еще раз. Получилось очень прочное соединение. Лишнее нужно откусить. Теперь я отрезал нужную мне длину. Чтобы получить эффективный монтаж, надо разместить тройник в этом месте. Примерно вот на таком расстоянии. Теперь заводим нить вокруг крючка, расположенного выше, чтобы точно отмерить нужную дистанцию. Измерив ее, я нашел точку, в которой будет завязан соединительный узел. Все просто. Делаем петлю и накидываем ее на одинарный крючок. Затягиваем. Петля готова на нужном для меня расстоянии. Теперь, чтобы она не скользила по цевью одинарного крючка, что мы делаем? Мы продеваем через петлю каждый крючок на тройнике. Теперь он не будет скользить по цевью. Сейчас потуже затянем. Так. Протыкаем крючок там, где я и хотел разместить тройник. У нас готов новый монтаж для ловли в отвес. Приступим к рыбалке и постараемся поймать на него рыбу. Поднимается, поднимается, поднимается. Масштаб слишком маленький. Жюльен настраивает эхолот под себя так, чтобы ему было удобно контролировать положение приманки и отчетливо видеть ответную реакцию рыбы. Ключ к успеху лежит в наблюдении за приближающимся к приманке судаком и в адекватной подаче этой приманки на удобную дистанцию для атаки клыкастых зубов. Пока никто не собирается подниматься вверх. Все-таки первый пошел. Он поднимается, поднимается. Поднимается, поднимается, поднимается. Поднимается выше. Еще один сход. Ты там или нет? Я вижу судака, преследующего приманку.
Он идет за ней, преследует ее. Давай, поднимайся еще. Рыба прямо под нами. Мне очень интересно, почему он не атакует. Он играет со мной. Он снова поднимается. И что будет дальше? Он снова возвращается на дно. Судак поднимается, поднимается. Поднимается и вновь опускается. Он пугается. Я не пойму пока что, но что-то его пугает. Несколько отрывов от дна. Повсюду. Еще отрывы. Давай, давай, давай. Он поднимается, поднимается. Рыба несколько раз поднималась. Рыба! Вот как мы его поймали. В верхних слоях воды. Это была звонкая поклевка. Судак на поверхности. И это снова небольшой судачок. Он слегка прикусил приманку. И засекся. Возвращайся домой, малыш. Пришло время снова поменять технику ловли. Я нашел участок, на котором присутствует судак, но он плохо засекался на предыдущую приманку. Теперь я поставлю приманку в стиле финес и буду ловить на оснастку дропшот. Нужно привязать шнур к моей леске. Я поставлю 20-граммовые грузила под дропшот. Я отмерю 20-25 сантиметров лески и отрежу ее на отметке в 30 сантиметров. Теперь этот кусок нужно привязать к крючку с другой стороны. Еще раз измерим длину и убедимся, что она находится в промежутке от 25 до 30 сантиметров. На конце привяжем грузило. Здесь все просто. Я буду использовать вот такую приманку в стиле финес, одев ее на одинарный крючок. Мой монтаж дропшот готов. Он должен эффективно сработать. Обычно так и происходит. Ветер усиливается. Это тоже усложнит нам рыбалку. Характерная особенность рыбалки на реке Тежу — сильная зависимость поведения рыбы от скорости течения, от того, как плотина сбрасывает воду. Сегодня на воде полный штиль, никакого течения
ни на одном участке реки. Здесь все зависит от работы плотины, сбрасывающей воду 1 или 2 раза в неделю. Как только уровень воды начинает подниматься, у рыбы просыпается жор. Сегодня у нас нет ни единого шанса увидеть это, так как по воскресеньям люди не работают, плотины не функционируют. Все просто. C'est fou ça. Рыба. Voilà. Oula, c'est beau. Хорошая поклевка. Voilà. Что тут скажешь? На крючке крупная рыба. Gros poisson. Ouais, ouais. C'est gros Там poisson. точно крупная рыба. Ouais. Мне Oh là кажется, là. Ça, у c'est нас будет хороший mon avis. трофей. Big fish. Oh. Ouais. Big fish. Большая рыба. Big fish. Ouais. Oh. Oh là là. Ouais, Да, là, il y a de это très gros очень poissons. крупная рыба. Дропшот. Дропшот, Comme j'ai dit как tout à я l'heure, говорил вам об этом ранее, очень уловист. Oh. Eh ben, dis donc, je vais Как вы видите, я поймал очень хорошую рыбу. très beau Прекрасная spécimen. особь. Отличный судак взял на дропшот. Comme quoi. Voilà. Quel Какая combat, quelle борьба, puissance. какая мощь. Ils ont vraiment une Судак puissance сражается феноменально. C'est- Особенно le это nôtre était ощущаешь, quand même assez когда light. твое удилище имеет достаточно легкий тест. Donc, forcément, Приходится c'est le нагружать canne à perche. спиннинг по полной. Et on И arrive в à prendre конце des beaux poissons ты держишь d'à в peu руках près рыбу длиной примерно 165, 75 à peu près сантиметров. environ. Ну или Donc, около beau того. poisson. Очень красивая рыба. Вы можете Pris sur un видеть, drop shot. как она взяла на дропшот. Et voilà. Beau poisson. Pris sur На un drop дропшот shot. поймана хорошая рыба. Ну, comme И quoi. это Des fois, был самый крупный экземпляр на la сегодня. pêche, c'est comme Вот ça. такая у нас рыбалка. На реке Тежу нам предстоит провести ближайшие 2 дня. За это время мы посетим удивительные по красоте уголки этой славной Пиренейской реки, делая остановки в наиболее перспективных ее точках. Возвращаясь обратно, мы отмечаем для себя места будущих баталий, доверяя показаниям эхолота и запоминая легко узнаваемые ориентиры на берегу. На каждом таком участке Жюльен делал по несколько кастинговых забросов. Но река в этот раз не торопилась отдавать ему своих обитателей. Дополнив свой улов лишь небольшим судачком, наш рыболов решил перенести поиск трофея на следующее утро. Пища для размышлений получена, выводы сделаны. Donc, Вот on и arrive подошел en к fin de концу soirée, этот donc день. La journée c'est fini, se termine. On est rentré Нам удалось поймать quelques несколько рыб. poissons. On a Мы ловили pêché при avec этом une на multitude de разные leurres. типы приманок. Donc, je vous И ai на все montré примененные мной quelques техники и techniques модели была qu'on a поймана possédées рыба. aujourd'hui à faire du poisson. Хорошо Aussi bien отработали дропшот, du drop и shot, это же оснастка drop drift, живцом, ловля в la отвес и в верхних vertical, слоях воды, lancé кастинговые ramené. забросы. Donc, c'est Это была vraiment действительно polluant. многогранная рыбалка. Et И il в en финале résulte au final мне удалось que, поймать хороший по que местным ce меркам soit трофей. une multitude de leurres. J'espère Я que надеюсь, что sur завтра les jours мне à venir, удастся on arrivera à укрупниться faire des и plus grands поймать poissons. еще более ценный экземпляр. Après, faut Хотя savoir я que le прекрасно cendre, понимаю, c'est un что poisson крупного qui se судака pêche, лучше всего principalement en ловить automne. осенью.
Donc forcément, là, que c'est В grosse такую chaleur, сильную on a un жару peu de mal он à- менее активен. à prendre Тем de не grands менее, poissons. я верю в завтрашний J'espère день que par la и suite, постараюсь on y его arrivera. поймать. Miravaya Ribalka.